Как только полуденное солнце скрылось за горизонтом, Сьюзан, приемная мать, известная своей добротой и стойкостью, приветствовала Эми, шестилетнюю девочку с слишком взрослым взглядом для своего возраста, в своем доме. Это был ритуал, который Сьюзан выполняла много раз, но в этот раз атмосфера была другой. Как только Эми вошла в дом с небольшой сумкой в руках, она произнесла удивительное заявление, которое пробежало дрожью по позвоночнику Сьюзан и заставило ее усомниться во всем, что она ожидала от вечера. Слова Эми поразили Сьюзан до глубины души. «Что ты сказала?» — спросила Сьюзан, присев перед девочкой. Она взглянула на маленькую девочку и увидела в ее глазах такую тоску, что это разбило ей сердце. «Эми, пожалуйста, скажи мне, что происходит?» Сьюзан попыталась снова, но Эми лишь посмотрела на пол. «Они не знают, что я знаю», — тихо произнесла она, почти так, что Сьюзан едва могла это расслышать. Сердце Сьюзан разрывалось за эту маленькую девочку. Она должна была пережить так много. Сьюзан показала Эми ее новую комнату и попыталась немного сломать ее барьер, чтобы та могла позже говорить свободнее. Затем она показала Эми корзину с угощениями, которую подготовила, и спросила, хочет ли она принять душ. Эми с удовольствием кивнула, и Сьюзан оставила ее наедине. Прошло несколько минут, и Сьюзан прижала ухо к двери, услышав, как Эми тихо плачет. Сьюзан хотелось ворваться в комнату, чтобы предложить утешение и плечо, на которое можно было бы опереться. Но она сдержалась, зная из собственного опыта, что иногда лучше плакать наедине. Только когда звук душа прекратился, она открыла дверь. Она посмотрела в глаза Эми и увидела, что они красные от слез. Не удержалась, спросила: «Ты плакала, милая девочка?» Глаза Эми снова наполнились слезами, и она бросилась к Сьюзан с распростертыми руками. Они крепко обнялись, девочки всхлипывали на шее Сьюзан. «Я тут, если ты хочешь поговорить», — предложила Сьюзан. Сьюзан знала, что чувствуют те, кто перемещаются из приемного дома в приемный дом, поэтому она поклялась, что всегда будет надежным местом для детей под опекой. В то время Эми была единственным приемным ребенком под ее заботой, и Сьюзан могла сосредоточить на ней все свое время и энергию, хотя Эми в этом нуждалась. После объятий Сьюзан почувствовала, что стала ближе к Эми, и надеялась, что Эми чувствует то же самое. Она сказала Эми, что может посмотреть любой фильм, который захочет, и что она приготовит попкорн для них. Лицо Эми засияло, когда она в восторге сказала, что хочет увидеть новый фильм про Барби. Сьюзан улыбнулась и сказала, что позаботится об этом. Она пошла вниз, пока Эми одевалась в пижаму на ночь. Вдруг Сьюзан услышала глухие звуки сверху. Сначала она подумала, что Эми просто осматривает свою новую комнату, но шум усилился, и казалось, что девочка с чем-то борется. «Эми, все в порядке, дорогая?» — спросила Сьюзан снизу по лестнице. Когда Эми не ответила, Сьюзан медленно начала подниматься по лестнице. «Эми?» — спросила она снова, ее сердце колотилось в груди. Внезапно громкий звук прекратился, и в доме воцарилась зловещая тишина. «Эми?» — снова пыталась Сьюзан, слыша, как ее голос дрожит. Она потянулась к дверной ручке и медленно повернула ее. Она ахнула, увидев, что комната была полностью перевернута, одежда Эми разбросана по полу, а самой Эми нигде не было. Сьюзан бросилась к открытому окну и закричала имя Эми. Ее сердце забилось быстрее, когда она поняла, что Эми больше нет в доме. Ее слова только что вернули Сьюзан обратно в реальность. Что она сказала, когда вошла в дом? «Они украли моего брата», — тихо повторила она себе. «А теперь они забрали и Эми», — добавила она
Голос ее задрожал. Дрожащими руками Сьюзан схватила телефон и позвонила в 911. Ее голос дрожал, когда она заговорила. «Моя приемная дочь, она пропала. Ее комната в беспорядке, и окно открыто». Она назвала адрес оператору, который призвал ее успокоиться и пообещал, что помощь в пути. Сердце Сьюзан колотилось, пока она ждала, надеясь на безопасность Эми. Яркие огни сверкали, и сирены завыли, когда полицейские машины подъезжали к дому Сьюзан. Соседи заглянули в окна, привлеченные суматохой. Офицеры выпрыгнули, снаряжение в руках, готовые справиться с тем, что их ждет. Срочность была ощутима, каждая секунда была на счету. Сьюзан тревожно стояла у своей двери, пока офицеры подходили. Они ввалились в дом, их глаза широко раскрыты от увиденного в перевернутой комнате. «Что здесь произошло?» – спросил один из офицеров, ища следы ограбления. Сьюзан, изо всех сил стараясь сохранять спокойствие, указала на открытое окно. Комната явно свидетельствовала о поспешном уходе, беспорядок говорил о панике. Сьюзан рассказала офицерам о приходе Эми и ее загадочном заявлении. Она сказала: «Они украли моего брата», – произнесла Сьюзан, ее голос был полон заботы. Офицеры внимательно слушали и делали заметки. Эта информация казалась решающей, возможным мотивом к тому, что могло произойти с Эми. Офицеры заверили Сьюзан. Их выражения были серьезными, но дружелюбными. «Мы сделаем все возможное, чтобы ее найти», – пообещал один из них. Они собрали больше информации от Сьюзан и начали подготовку к полному поиску. Когда они ушли, чтобы скоординировать свои усилия, в Сьюзан возникла искорка надежды. Она смотрела, как они уходят, и молилась о безопасном возвращении Эми. Внутри комнаты офицеры исследовали каждую частицу на наличие отпечатков пальцев. Сьюзан чувствовала себя беспомощной, но надеялась на любую улику, которая могла бы привести к Эми. Мелкий порошок осел на подоконнике и туалетном столике, очерчивая хаотичные следы присутствия незваного гостя, по крайней мере, они надеялись. Каждое движение офицеров было точным, их работа была сосредоточена и спокойна. Офицеры затем вышли наружу, направляясь к сараю под окном Эми. Они искали следы или любые признаки беспорядка, которые могли бы указывать на возможный маршрут беглеца. Сырая земля скрывала потенциальные секреты. Сьюзан шла следом, ее взгляд скользил по земле, надеясь на знак. Фрустрация росла, когда офицеры вернулись к Сьюзан с пустыми руками. Нет никаких отпечатков в комнате и следов на улице. Все, похоже, было тщательно убрано, сказали они. Отсутствие улик лишь усугубляло таинственность ситуации. Офицеры обменивались взглядами, выражения их лиц были серьезными, внимая следам ошибок. Один из офицеров проверил рюкзак Эми, который лежал на ее постели. Скомканная записка вылетела наружу и была почти незаметной. «Нашел что-то?» – воскликнул он, привлекая внимание Сьюзан, имеющая сильные волнения. В ее руках была жуткая записка: «Они не разлучат нас». Руки ее дрожали, когда она прочитала это. Ее тревога росла, когда она представляла Эми испуганной и одна. Офицеры заметили ее реакцию, и в их действиях отразилась срочность. Записка гласила: «Ты скоро увидишь своего брата», что вызвало дрожь у Сьюзан. Она сжала записку крепче, слова эхом звучали у нее в голове, как зловещие обещания. Офицеры окружили ее и серьезно обменивались взглядами, понимая, что исчезновение Эми было не просто побегом. «Все, что надо, чтобы быстро найти ее, ведь она всего лишь ребенок», — умоляла Сьюзан. Офицеры кивнули и пообещали сделать все возможное, понимая важность ее испуганного голоса. Офицер Дэйв вышел вперед, его положение спокойное, но решительное. «Мы найдем Эми и ее брата», — пообещал он. Дэйв начал расследование, как Эми оказалась в системе.
Он напряженно звонил в социальные службы, чтобы собрать информацию. Его офис напоминал улей, где бумаги порхали, аппараты звенели, и в постоянной суете создавались документы. Проверка биографии была важной для понимания любых связей или угроз. Офицеры координировали оперативные группы, изучали изображения района. Каждый офицер стремился вернуть Эми и ее брата в безопасность. Дэйв просматривал дела Эми и заметил, что она была зарегистрирована как единственный ребенок. Это противоречило ее заявлению о брате, и противоречие зацепило его. Дэйв решил, что это станет важной частью расследования. Разница между заявлением о брате и статусом единственного ребенка удивила Дэйва. Он внимательно изучал документы, замечая, что дата рождения на бумагах по опеке отличалась от той, что находилась в свидетельстве о рождении. Это указывало на возможное манипулирование. Дэйв составил список лиц, имевших доступ к документам Эми. Он просмотрел записи, выделил тех, кто часто имел дело с делами Эми. Иногда проблемы могли быть ужасающими, поэтому он действовал методично. Каждое имя требовало внимательной проверки. Проводя расследование, Дэйв организовал встречи с социальными работниками, собирая данные для дальнейшего анализа. Его офис был забит документами, и он искал любые подсказки, чтобы понять реальное положение Эми. Вскоре он обнаружит, что несколько дел были подделаны. Один из сотрудников, Грегор, управлял ими уже много лет и имел доступ к большому количеству файлов. Данные о Грегоре помешали ему, и Дэйв пришел в замешательство. Грегор часто запрашивал документы, его штамп помогал манипулировать причинами. После сбора информации Дэйв принял решение встретиться с Грегором. Он настарался на открытый разговор под предлогом проверки, рассчитывая прояснить ситуацию. Когда они встретились, Грегор выглядел нервно. Он перебирал бумаги, избегая взгляда Дэйва. Его запоздало резкие ответы вызывали у Дэйва подозрения. Дэйв продолжал задавать вопросы, тестируя реакцию Грегора. С каждым вопросом Грегор словно прятался, становясь все более неловким. Он сильно отрицал вложение в подделку документов, но не смог предоставить никаких объяснений. Каждый его ответ выглядел неубедительно. Возвращаясь к вопросу, Дэйв почувствовал, как усиливается подозрение к Грегору. Его неправильные ответы усилили сомнения, и Дэйв решил, что нужно углубиться в его прошлое и связи. Он исследовал данные, личные отношения и любой доступ к важным фактам о Грегоре. Стремление найти углубило его усилия. Подбираясь к истине, Дэйв вспомнил о прапрадедушке Грегора, Гарольде, также связанном с опекой, о которой упоминала Эми. Интересно, как может быть связано его поведение с системой и семейной историей. Исследуя данные, Дэйв увидел определенные несоответствия. Это только разжигало его подозрения. Заметив негативные детали о Гарольде, он понимал, что это может иметь последствия. Прорабатывая важные вопросы, он составил список возможных контактов. Это создало движущую силу, чтобы контактировать с ключевыми фигурами. Дэйв следил за активностью, собирая информацию о Грегоре и относил несовпадения. Прогресс в деле привел его обратно к Сьюзан, чтобы обсудить события и разрешения. Его открытие нуждалось в более глубоком понимании. Когда он делился своими находками, уверенность в обоснованных действиях стимулировала Сьюзан. Ее желание быстро решить проблемы возрастающее, что переставало пугающей динамикой. Убедившись, что Гарольд стал ключом, Дэйв стремился найти его. Он собрал все данные, составив возможные места нахождения Гарольда. Сьюзан тоже не оставалась в стороне, распечатывая листовки и собирая поддержку в поисках Эми. Каждая встреча сослужила хорошую службу, укрепляя их связи. Соседи помогали, и энтузиазм переполнял ситуацию. Сьюзан собирала информацию и быстро обменивалась ею с Дэйвом. Когда один сосед упомянул мужчину, который бродил по округе, Сьюзан почувствовала волну надежды. Описание мужчины помогло получить более точные данные о Гарольде.
Это вывело их в нужное направление. Собирая информацию, несмотря на земляные работы, поиски шли быстрее, чем ожидали. Каждая находка приближала Дэйва и Сьюзан к раскрытию дела. Они знали, что время имеет большое значение. Чуткость и наблюдательность повысили шансы на успех. Возвращаясь к своему первоначальному исследованию, они натолкнулись на старый дом на окраине города, который выглядел заброшенным. В этом месте они могли найти ключ к тайне Эми. Как только они подошли к дому, сердце Дэйва колотилось от ожидания. Тишина вокруг казалась более громкой, каждый шаг приближал их к развязке. Они знали, чего ожидать, и действовали с максимальной осторожностью, помня о безопасности Эми. Неожиданно они обнаружили Эми и мальчика, который выглядел как ее брат, испуганных, но невредимых. Это было облегчение, возможностям заключения они придавали особое значение. Эми была в безопасности. Гарольд закричал, уверенный, что он их защитник. Офицеры внимательно оценивали его поведение, пытаясь понять его намерения. Эмоции ярко мелькали в глазах, но звуки страха стали визитной карточкой. Постепенно, когда ситуация успокоилась, стало понятно, что Гарольд считал, что он единственная надежда для детей. Его предание казалось искренним, и мотив действовать из необходимости оказывало достаточно глубин. Дэйв вышел вперед, уверенно общаясь с Гарольдом. Он заверил его, что Эми и ее брат будут в безопасности. Для Гарольда это было спокойно. Он начал расслабляться, осознавая, что его точка зрения шла от тревоги за детей. Команда занималась Гарольдом, уверяясь в его дальнейшей помощи. Каждый член команды трудился, чтобы обеспечить безопасное решение для всех. Эми и ее брат были возвращены к Сьюзан, которая приняла их с распростертыми объятиями. Когда они снова встретились, облегчение стало заметно. Сьюзан обняла детей, и их радость была неописуема. Дом снова наполнился теплом и безопасностью, которая так им необходима. Сьюзан сидела с ними, уверенно планируя семейные традиции. Постепенно ее усилия укрепили связи с сообществом. Она действовала, создавая уют в их новой жизни. Тем временем Дэйв организовал помощь для Гарольда. С мерами он обеспечивал дополнительные возможности, встречаясь с социальными службами. Он создавал концепции безопасной среды, учитывая различные аспекты системы. Это помогло объединить понимание и обеспечить нужды детей. Сьюзан стала символом надежды для многих. Другие исследовали возможности опекунства, вдохновленные, видя ее успехи. Утром следующего дня она наблюдала, как утренний свет скользит на кухне, чувствуя значимость своих действий. Зная, что ее усилия стали благом для Эми и ее брата, она была наполнена удовлетворением. Хотя еще оставалось много трудностей, ее рекомпенса была ощутима. Сьюзан предприняла необходимые шаги, чтобы записать Эми и ее брата в местную школу, где они могли бы получить хорошее образование. Смысл преданности ободрил сообщество. Эми и ее брат медленно привыкают к своему новому дому, находя безопасность и комфорт. Постепенно они начинают смеяться под заботливым и внимательным присутствием Сьюзан.